Конечно, вы можете использовать вот такие вот ядерные мини-реакторы для восполнения электроэнергии, когда ее нет, например, у вас дома. Но это, конечно же, шутка, потому что сегодня у нас на обзоре Make 1200. Вот он, вот такой вот Make. Нет, это 600. Кто коробки перепутал? Мои девчонки перепутали коробки. Это у нас МПС 1202 моделька. Это у нас МПС 6002. И это у нас Make на 1200 ватт. А это Make на 600 ватт. От украинского бренда. С чистой синусоидой, с беспроводной зарядочкой, с какими-то, давайте так, вот, с какими-то плюшками по типу литий-железофосфатной батареи. У нас есть BMS-контроллер, конечно же, поддержка Quick Charge 3 Power Delivery, емкость 315 тысяч мА, это здесь. В этом случае у нас, вот, пожалуйста, можем посмотреть 210 тысяч мА. Вообще они практически одинаковые как по размеру, только немного по весу разные, потому что этот по емкости имеет 672 ватт-часа, а этот у нас имеет, вот если быть совсем точным в ватт-часах, 1008. И все это, в принципе, на канале Технозон. Поехали. Ну, во-первых, подписываемся, нажимаем колокольчик. Во-вторых, ссылки на эти пауэр-станции лежат в описании под видео. А в-третьих, давайте посмотрим на их абсолютно интересные интерфейсы. У нас есть интерфейс зарядки, там, где у нас есть вход. Вот, пожалуйста, вот такой вот. Давайте мы сейчас попробуем. 180 ватт, по-моему, да? Не самый быстрый, говорю. Да и, в принципе, для дома вполне достаточно. Есть возможность заряжать еще от солнечной батареи. Вот, пожалуйста, у нас XT-шечка. И есть у нас фонарик. Вот сейчас мы включим вот этот блок. Есть у нас фонарик. Смотрите, вот такой вот. Он у нас с 3 градациями яркости. Также у нас есть блок Type-C, ну, блок USB зарядок. Тут вы видите, да, 180 ватт он берет, пожалуйста, зарядки. У нас есть блок, 2 Type-C-шечки, одна 108, одна 100 ватт, другая 18, 2 Type-A на Quick Charge 3. Обязательно посмотрим, какие стандарты зарядки поддерживает. И есть блок DC. Это значит, у нас есть автомобильный выход и есть у нас 2 DC-шки. Сверху у нас беспроводная зарядка. Давай попробуем сразу беспроводную зарядочку потестировать. Смотри. Поставили. Надо ее, наверное, включить для начала, да? Она у нас включена, все. О, пошла заряжаться. Видно там? Ну, все, отлично. Беспроводная зарядочка работает. Как бы, что и говорилось. Две розетки 220-вольтных имеют здесь у нас номинальная мощность 1,2 киловатта с пиковой мощностью 2,4 киловатта. В этой версии у нас номинальная мощность 600 ватт с пиковой мощностью 1200 ватт. Конечно же, чистая синусоида. Ну а сейчас я предлагаю вам перейти на сайт производителя, скажем так, посмотреть, сколько она стоит, что заявляют наши производители, и потом мы с вами ее потестируем. Ну что, переходим. Итак, друзья, мы сейчас на сайте производителя Make, это зарядные станции Make, их 2 штуки, одна на 1200 ватт мощности, 1008 ватт емкости, вторая 672 на 600, ну короче. Но здесь еще открыта у меня ссылочка на Powerbank Make, мобильная батарея 20 тысяч мА, 10-ваттный, и он здесь открыт не зря, потому что для жителей Украины при покупке Power станции и закидывания одновременно в корзину вот этого Powerbank будет в подарок, и используйте промокодик Технозон. Технозон, все это в описании под видео, посмотрите. Но давайте посмотрим, что нам предлагают по характеристикам. Во-первых, по описанию посмотрим. Зарядная станция, емкость 1008 ватт-часов, пиковая мощность 2,4 киловатта. Теперь постоянная мощность 1,2 киловатта, 2500 циклов зарядки, безопасность. Но теперь смотрите, по безопасности по BMS, то, что я говорил. Защита от обратного тока. Это не значит, что розетка в розетку можно включать. Нет. От обратного тока это совсем про другое идет. Розетка в розетку включать нельзя. Пожалуйста. Никакую пауэр-станцию нельзя включать розетка в розетку и пытаться таким образом питать. Теперь дальше. Защита от короткого замыкания. У нас от перенапряжения на выходе, от перенапряжения на входе, от неправильного использования разъемов, от перегрева, от перезаряда. Ну и вообще, весит она 10,5 килограмм. Это конкретно у нас версия 1008 ватт.
И теперь дальше у нас основное, это мы уже смотрели. Заряжать можно от автомобиля. Вы сейчас видите, пожалуйста, 100 ватт от машины жрет, как не знаю кто, от аккумулятора. Ну, можете, в принципе, аккумулятор присоединить в Solar-In, да, там через переходничок на клеммах и тоже заряжать. И от солнечных панелек. Мы подключали, все работает, все отлично, через XT60 спокойно подсоединяется. Комплектацию вы уже видели. В принципе, я вам скажу, адекватно все. Давайте посмотрим характеристики. 1008 ватт-часов, 315 миллиампер-час, литий железофосфатная. Ну, по гнездам вы уже видели 2 DC-шки 55-е. Delivery 100 ватт максимальная, беспроводная зарядочка. Тут, в принципе, все адекватно. Теперь по 600 ваттной все то же самое, только цена у нас дешевле, практически почти на 9000 гривен дешевле. Да. И по характеристикам, опять же, то же самое приблизительно. Вот видите, как ноутбуки, пожалуйста, смартфоны, то есть варианты использования и сколько раз можно чего зарядить. Это мы тоже уже с вами сейчас посмотрим, разберем. И опять те же самые у нас защитные функции есть, поэтому... И видите, смотрите, опять же написано, категорически запрещено подключать выходные разъемы, розетки переменного тока к разъемам розетки бытовой электросети. То есть конкретно должно быть через розеточку включаться устройство, а не вся электросеть. Все, ребят, давайте, сейчас тут еще в характеристиках гляну. 600 ватт мощность. Ну, тут, в принципе, нам ничего, 6,5 килограмм весит. А ссылки закидал в описании под видео. Пользуемся акцией. Поехали, потестируем немножко. Ну и если говорить о том, как их позиционировать, то, конечно же, их позиционируют для дома, сам производитель. Но можно с собой брать, например, куда-то на ремонтные работы, на кемпинг, на рыбалку, на дачу, да куда угодно. Вы подключили, грубо говоря, да, взяли с собой там, ну, многие используют до сих пор, хотя не знаете, что написали раз в комментариях? Говорят, какие шуруповерты на розетке, если у нас есть аккумуляторные шуруповерты? От чего ты будешь аккумуляторный заряжать, если где-то вот объект без электричества? Вот как раз пауэрстанцию включил, даже аккумуляторный шуруповертик будет отлично заряжаться и работать. Оп! Воткнули. Работает, пожалуйста. До 250 ватт тягает. И таких инструментов может быть там лобзик, я не знаю, там шуруповерт, да? Полно, в принципе. Обогреватель снега. Обогреватель снега, это мы когда-то снимали шорт, что мы зиму так провожали. Аленка, иди включай вот эту штуку. Я вам объясню. Сейчас мы проверяем с вами, как работает в них BMS-инвертор, насколько он честный. Мы же проверяем честность пауэрстанции. Смотрите, сейчас он работает на простом обдуве. Эта штука у нас универсальная для тестов. На единичке выдает киловатт, на двоечке выдает 2 киловатта. Здесь у нас номинальная мощность 600 ватт. Включаем единичку и смотрим. Он должен сейчас уйти BMS в перегрузку. Отлично, мы дали ему больше, чем он может вытянуть. Поэтому эти пауэрстанции, они безопасны. Давайте еще раз. Включаем единичку. У нас должна включиться BMS. Все, отлично. То есть в данном случае, если у вас есть BMS-контроллер, то само собой у вас не будет ни перезаряда, ни глубокого разряда, ни короткого замыкания. От всего этого защита есть. Ни какого-то, я не знаю, каких-то других проблем, там неправильно чего-то вставили. Все это предусмотрено именно BMS-контроллерами. Дальше давайте протестируем на мощность, на честную. Давайте. Киловаттик тянет, пожалуйста. Как мы видим, да? То есть здесь у нас 900-980 в зависимости от того его нагрева. Можем включить 2, он должен поднять у нас, видите, пиковую мощность, он выше 1200 взял. Давайте еще подключим, я сейчас кофейничек подключу сюда. Крутит, да, нормально? Включаем кофейник и посмотрим на его, скажем так, реакцию. Кофейник включился. Да, сейчас нагревается, ждем. Кстати, там охлаждение работает. Смотрим, сейчас должен наш нагреться. Оп, пошло еще нагреваться. 1140, 735. И все, в принципе, сейчас загорится зелененьким. Для дома, в быту вообще отличная штука. Все, нагрелось. Смотрите, мы кипяточек раз и получаем кипяточек. Смотрите, все отлично. То есть честная станция, 2,4 киловатта в пике тянет.
1,2 киловатта номинальной мощности берет. Теперь дальше. Давайте так, если уже говорить для дома, с чистой синусоидой, пошли погуляем немножко. Так, смотрите, холодильничек. Взяли, включили. У холодильника очень высокий стартовый ток. Воткнули. Это 600 ваттка, чтобы вы понимали. Включили вот этот вот модуль. Вот. Включили модуль. И как мы видим, холодильничек у нас работает. Все, он стартанул, все отлично запустилось. Идем дальше, с роутерами разберемся. Смотрите, взяли, включили блок с роутерами, включили модуль. Все, ждем. Смотрите, оп, пошло. Все, наш роутер грузится. Вот эта штука, оптический терминал, он очень сильно чувствительный, да, чувствительный к перепадам, имеется в виду не перепадам, а к нечистой синусоиде. В данном случае он работает и не отключается. Ждем, пока стартанет здесь белый свет. Все, стартануло, все отлично работает. То есть мы можем его использовать и для холодильников. Ну, 600-ку для холодильников это такое себе дело. Это он будет на пределах, скажем так, мощности при старте использоваться. Лучше для холодильников брать 1200, а этот берется там, например, для роутеров, для телевизора. Вообще для телевизоров идеально будет. Все, это можем спокойно выключать и возвращаемся в студию. А это до сих пор жужжит кофе тут, до сих пор у нас греется и все тянет. Все хорошо. Слушайте, теперь проверяем честность. Ну, мы уже поняли, да, насколько у нас может хватить таких зарядных станций. Если брать 1200-ку, смартфон, это усредненные данные, в среднем 66 раз, ноутбук 17, 34 раза планшет зарядить, телевизор будет работать 14 часов, 14 раз дрон, роутер 95 часов, холодильник 5 часов и лампочка какая-то на 225 часов. Здесь у нас чуть-чуть меньше, потому что это все-таки 600 ватт. И здесь у нас смартфончики 44, ноутбучик 10, планшетик 24, телевизор 10, роутер 63, дрон 10, холодильник 3 и, само собой, какая-то лампочка 150. Ну, по лампочке я вообще ничего не понял. Почему? Потому что нужно понимать ее номинальную мощность. Теперь проверяем на честность наши Type-C-шки. И проверим однозначно, насколько он вытягивает 100 ватт. Сразу мы видим по Power Delivery он вытягивает 100 ватт, у него есть поддержка 20 вольт. Включаем 20 вольт, подтянул. Я могу, вот знаете как сделать? Смотрите, включаем сразу нашу нагрузку. Вот проверка сразу же идет проверка на честность. Дали нагрузочку и догоняем его до 100 ватт. И смотрим, что у нас будет. Смотрим, 100 ватт честных. Есть. Здесь 105 с учетом потребления самого инвертора и плюс экранчик, да? А здесь у нас чистое потребление 102 ватт. Все, работает, работает. То есть мы это можем выкидывать сразу эту нагрузку. Мы уже поняли, что у нас тут все отлично работает. Давайте посмотрим по стандартам быстрой зарядки, которую он поддерживает. Переключаем обязательно. И пошло-поехало. Power Delivery 100 ватт. Теперь ждем, пока все включатся. Quick Charge 2, 3 до 20 вольт. Samsung HFC. Сейчас включится все остальное. 12 вольт. Huawei FCP 12 вольт. Huawei SCP до 40 ватт. Ну, здесь кроме, допустим, оповских зарядок, которые там есть, в принципе, какими-то такими, как это сказать, экзотическими. То есть здесь все есть. Да, специфические, да. На Power Delivery, там где 18, у нас вот, пожалуйста, есть. Посмотрим, сейчас оно перезагрузит его. Сейчас стартанет. И здесь у нас Power Delivery 12 вольт, 1,5 ампера, 18 ватт. Quick Charge 2, Quick Charge 3 до 12 вольт. Samsung HFC до 12 вольт. Это я сразу так предугадываю, потому что тут она поддерживает фактически все стандарты быстрой зарядки в рамках 18 ватт. То есть это абсолютно честные Power станции. Все, смотрите. И те же самые, допустим, Type-A-шки мы включаем, смотрим. Все то же самое. Сейчас ждем, пока все включится. Само собой, Power Delivery на Type-A нет. Quick Charge до 12 вольт. Samsung HFC до 12 вольт. Quick Charge 3 есть. И есть у нас также FCP до 12 вольт, SCP до 25 ватт. Все тоже в рамках. Для Type-A вообще отлично. Вот такой набор быстрой зарядки для Type-A это достаточно редкое явление. Ребят, рекомендую, достаточно неплохо для домашнего использования, для каких-то ремонтных работ, для поездок. Да, мне не хватило более быстрой зарядки, то есть 180 ватт
Хотя, вот я же говорю, для дома этого более чем достаточно. Поэтому наши рекомендации есть. Зарядные станции честные, лиферовые батареи. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.